Ты далеко, отчизна моя. Я б вернулся, родные края. Но в кандалах я, башкиры. Мне пути заметают снега, но весною растают снега. Я не умер, башкиры. Национальный герой башкирского народа, поэт-импровизатор Салават Юлаев. Один из руководителей крестьянской войны в XVIII веке и сподвижник Емельяна Пугачева. Он восхищался их доблестью и отвагой, а воинским искусством изумлял даже опытных военачальников. Но уже в 22 года он был схвачен. Через год допросов и вынесения приговора Салават и его отец Юлай Азналин были отправлены на вечную каторгу в Истлянскую губернию. Их трагический путь продолжался долгих 2 месяца, глубокой осенью 1775 года. Изге айда, изге сәфәргә юлга сыккан мусафирларда, мусафирлык ул үзе изге эш, исән һау йөреп кайтырга, безнең ватаныбыздан, халкыбыздан, күп милләтле республикабыздан Эстонияга, Салаваттың мәңгелек йортына сәламнарыбызны yetkерегез. Салаваттың рухы шат булһын, юлдарыгыз уң булһын, исән һау йөреп кайтыгыз. Петр патша нигез халхала яхшы дандар ала алмаган. Тугры эттей диңгез ярында тора бирә илдең хагында. Төштәре мәйнә талпынып, ревел убаһына калкынып, ирек хыяр башкорт батыры үткән эшкә булһын Салават, тере бүген рухың Салават. И вот, рано утром, после возложения цветов и добрых напутствий от друзей и коллег, мы, группа из 11 человек, отправились в большое путешествие, длиной в 21 день и 5000 километров, от Уфы до Балтийского моря и обратно. Первым пунктом нашего назначения стал районный центр Илишевского района, село Верхнеяркеево. Ошо юлда һеҙҙең мотор ерегеҙ ята. Мына әле трактор тураһында һүҙ булды бит инде. Салаватты Өфөнән алып, Рагирек крепостына тиклем алып барган вакытта улар 2 ай баргандар, кыш көне 2 санала, атаһы менән бергә икеһе дә буғаллы, аяҡ-ҡулдары Миңзәлә ягына сығып киткән юл. Димәк, шул ваҡыттарҙа уҡ һеҙҙең ошо юлдың үҙәгендә ятҡан. Историческое место, которое называется Петертау. По легенде, здесь воевали войска повстанцев под руководством Салавата Юлаева и его друга Алибека. И рядом с этой горой находится озеро Татыш, на берегу которого происходило это сражение. Исторически связанные с именем Салавата места – это дорога от Бирска к Мензелинску. Именно по этой дороге вели Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина на каторгу в Эстонию, в Рогерве. Вскоре мы пересекли границу Татарстана и Башкортостана и направились в первый крупный населенный пункт, куда привез Салавата Юлаева и его отца вооруженный конвой. К сожалению, самого здания острога, в котором содержался Салават, не сохранилось. Мензелинск оказался в эпицентре событий крестьянской войны. С декабря 1773 по март 1774 года Мензелинск осаждали отряды близкого соратника Салавата, Караная Муратова. Но гарнизону удалось отстоять укрепления. Этот вал, он в народе так называется, Пугачевский, но на самом деле это Закамская оборонительная черта, которая служила границей восточной русского государства. И строилась она как оборонительная линия между острогами. И вот недалеко от нас находился Мензелинский острог. Это Закамская оборонительная черта, этот вал, это остатки той самой границы русской.
каждом городе мы проводили киновечера. Экран оживлял ту историческую эпоху и воссоздавал образ героя языком киноискусства. В Мензелинске нашу экспедицию поддержал известный кураист Роберт Юлдашев со своей творческой группой. Ул кем булды икән? Ни өчен безнең тарихыбызда шул тиклем күп батырлар булган. Әмма ләкин халыктың һөюе, аны яратуы, бу аттар аша безнең Салават Юлаевка һөю күбрәк. Батырыбызның кем икәнен без әле бәләкәй өлешендә әле белеп җиткермәйбез. Ни тиклем генә әле тарихи мәгълүматлар, ни тиклем генә хакта, иншалла, уны асырга насип булган. Казань. Этот город сыграл значительную роль в судьбе Емельяна Пугачева. Еще до провозглашения себя царем Петром III донской казак сидел в черной тюрьме за подстрекательство казаков бежать к турецкому султану. Пугачеву удалось совершить побег, и вскоре он уже с многотысячной армией взял Казань, но не сумел захватить Кремль. Небольшому отряду Михельсона удалось победить армию повстанцев, и это поражение стало переломным в ходе крестьянской войны. А какую роль сыграла Казань в судьбе Салавата, рассказывает наш научный консультант Мирас Хамзович Идельбаев. Мен Казан қаласында, Казан Кремлінің тышқы жағында тұрабыз. Күнсығыс жағында бұл Кремльдің бана әлеге бина көріне, ол бина қасандар тұтқындарды түрлі жаққа ұзатқан вақытта, ұшында көпмелер вақыт тұтып, қондыра тұрған орын болған. Мында крестьяндар хугысынан соң Юлай менен Салаваттыла ушу бинала тұтқандар. Ушында крестьяндар хугысының эдерин текшерүү боюнча комиссия иштеген, яшерин комиссия Павел Потемкин деген киши жетекчилигинде һәм ушунда хорап алгандар Юлай менен Салаваттан. Бұл вақытта Казанда Мещерский деген губернатор була. Инде көпмелер хорап алгандан соң несе керек уны язаларга, несе керек яза берерге кыймаган. Чөнки ул вакытта Екатерина II өлім язасын тыйган була. Инде Салаваттың кылган иштери губернатордың карашы боюнча баштан ашып кеткен. Яна инде шуга күрә бүтүнләй үзе кыймайынча Екатеринага хат яза 75-жылдың декабрендә мен Салават менен Юлайды нишләтергә тиеш дип. Күпмелер вакыттан соң 15-20 көндән соң Әби батшанан жауап келе. Ул әйтә инде Мәскәүгә Сенат карамагына озатырга кирәк дип. Мына ушу 75-жылдың кыш айдарында гыйнварга тиклем ушу бинала Юлай менен Салават күн күргән. Салават менен Юлай буна ушунда подвалда утыргандар. Әлеге вакытта бул бинага күпмелер тапкырдар үзгәртеп, ул бинаны үзгәртеп кургандар. Хәзерге вакытта аның подвалы бүтүнләй юк. Мына хәзерге вакытта ул Тарих институты. Арқаңа ортаматай. Оңалған көңелі. Хараға бірақ олтырхам. Еділмәді. Ялыйтай келе. Таң атып келе. Әйе. Хәл жер керек. Yol uzun. Bir işken iken bular deyip kiyinenmeyenler. Ruhtarыбызды андырмақсы болдылар инде. Дәм ғазабына ғына төзербіз олам. Оқты алып кетудері әйбет болды. Яралар тидірек оңалар. Ял етейік.
Екатерина II – неоднозначная фигура в истории страны. Урожденная немецкая принцесса пришла к власти в ходе дворцового переворота, свергнувшего с престола Петра III. Иностранка, во время царствования которой дворяне стали иметь еще больше привилегий, которые, конечно же, вызывали недовольство. Вера в справедливого царя, смутные слухи вокруг смерти Петра III и стали главной темой новой легенды бесстрашного казака Пугачева. Поверили в нее и башкиры, у которых стали незаконно отбирать родовые земли, рубить леса, строить заводы. А еще в Казани хранится первая книга о Салавате Юлаеве, написанная русским ученым-исследователем, краеведом Руфом Гавриловичем Игнатьевым. Бір 1775 жылдың 16 мартында Екатерина II о предании вечному забвению имен Пугачевцев деген манифест сағара. Шуның бойынша ғұммен бұл крестендер хугышы, онда катнашучылар, бигерәк тә итәкчеләре бер ирдәлә басылырга тиеш түгел һәм улар турында үз дә булырга тиеш түгел, матбугатта ла хәбәрдар һөйләүдә булырга тиеш түгел диелә. Шулай булуга карамастан, бuna Пугачев хәрәкәте турында һәм Салават турында сит илдәрдә, хатта Восстаниянең үзенең барган вакытында ук язалар. Уны шагыйрь буларак иң тәүге өйрәнүче буна Руф Гаврил Игнатьев. Димәк, был китап асылда Салаваттың үзе генә турындагы иң тәүге китап, иң тәүге. На киновечере в Казани собрались и наши коллеги-кинематографисты, и представители башкирского землячества. Шитте яшәгән башкортларга менә шундый кескәй бүләк. Без махсус рәвештә Тәкәй авылына барып, тупрак йыйып алдык. Салаваттың авылыннан тупрак. На 4-й день экспедиции мы приехали в Чувашию. Нас встретили у города Цивильск известные в республике коллеги-кинематографисты и писатели, все увлеченные историей своего края. Писатель Владимир Захаров повел нас в места ожесточенных боев пугачевцев под городом Цивильском. Большие знатоки своей истории и культуры, они рассказали нам много интересного о событиях крестьянской войны. Недавно мы были в деревне Тувси, откуда отстреливали город Цивильск, наши повстанцы Емельяна Пугачева. Ну, сейчас мы приехали на то место, когда они уже отступали и где они находились, где у них был последний бой. Здесь была архиважная дорога Козьмодемьянск-Казань. Она проходила вот здесь, вот мост был, и вот здесь поднимается каменная дорога, и дальше Цивильск. Свидетелем всех этих событий, всего, что здесь происходило, вот это вот ива. Екатерина Великая, Екатерина II, она останавливалась, пока поили лошадей, меняли лошадей здесь. И пока разведка съездила в Цивильск, она сидела здесь, вот наслаждалась вот этой красотой, под деревом, под тенью, и пила воду с этого родника. Мы сейчас стоим на священной земле, где произошел последний бой отряда повстанцев, который начался на землях Урала вместе с башкирами, казаками, чувашами. Весь поволжский народ здесь принял последний бой. Вот на этом месте здесь шли последние бои основного отряда Емельяна Пугачева. Когда их разбили,
сотни и тысячи солдат повстанцев похоронены вот здесь вот. Вот до сих пор их места, ложбины, даже земля до сих пор провалена лежит, где они лежат. Мы сейчас стоим на священной земле наших предков, которые сражались. В частности, мои предки сражались именно здесь и погибли. И мы, правнуки, праправнуки тех, которые хотели свободу, стоим здесь и молимся. Эй, бесмелля, ширлах, азанатпар, виденетпар, санатавдаватпар, перепулыш сабыр, шапла булдар. Шапла булдар. Шапла булдар. Уже собираясь уезжать из гостеприимной Чувашии, мы узнали о мемориальном комплексе Чемень-Кади и музее почты. И здесь нас ждало новое открытие и приятный подарок к предстоящему дню рождения героя. Дорогие башкирские друзья, мы стоим на историческом месте. Мы на дороге Московской, Арестантской, Сибирской. На 630-м километре сейчас. Был ли здесь Салават Юлаев, легендарный герой Башкирии, который чувашам очень даже известен, воспет в песнях, в трагедиях, в поэмах, романах? Не мог миновать, если он проехал по этой арестантской дороге. Здесь было на Ямской станции каземат, здесь стояли фельдъегеры, стояли казаки-охранники, отсюда убегать никто не мог. На станции были объекты для арестантов: каземат на 8 мест, подземельный, каменный каземат, где содержались, ночевали, значит, на ночь закрывали куда арестантов, потому что здесь по обе стороны лес, боялись того, что, значит, могут ночью прийти и освободить их. Мы находились на Сибирском тракте, наша деревня называется Малый Сундырь. С двух сторон в принудительном порядке местных жителей заставляли высаживать деревья, чтобы чиновники, богатые путешественники и торговцы не видели каторжан, бедняков. Они встречались только на почтово-ямских станциях, таких как наша. Они находились на расстоянии 20-25 верст, это время дневного пешего перехода. На нашей станции, скорее всего, сидел Салават Юлаев, Емельян Пугачев и другие арестанты, которых этапировали или в Москву, или из Москвы в Казань и далее в Сибирь. На этих камнях мы планируем сделать надписи. Надписи, значит, по камню, которые хранится будет, значит, веками. Я бы вам сказал бы выбрать какой-то камень, где вот написано имя Салавата Юлаева. Потому что через эту почтово-ямскую станцию, значит, люди, которые известны, проезжали, на них будет написано код, допустим, да, вот Александр Сергеевич Пушкин, там, Екатерина II, Петр I и так далее. Посмотрите внимательно. Для нас это будет очень дорого, но для вас это будет намного дороже, чем для нас. Наши друзья сдержали свое обещание. И, забегая вперед, хочется рассказать, что на обратном пути 19 июня нам удалось снова посетить это место. И мы стали свидетелями увековечивания памяти башкирского героя на чувашской земле. Камень Салавата стал первым на аллее камней в музейном комплексе. И вот мы в Нижнем Новгороде, столице Поволжья. Путь каторжников из Казани в Нижний Новгород и дальше в Москву пролегал через нынешние улицы Варварская и Большая Покровская. Дорога шла через знаменитый Нижегородский Кремль, в котором нам удалось обнаружить следы пребывания наших героев.
У нас в основном восстание охватило южные районы губернии. Дворянство хлынуло в Нижний Новгород, спасаясь от восставших. И тогдашний губернатор нижегородский Алексей Алексеевич Ступишин издал приказ о подготовке Кремля к обороне. Но пугачевцы на Нижний Новгород не пошли. Итак, мы с вами находимся в Нижегородском Кремле. Стоим неподалеку от главной башни Кремля, башни Дмитриевской. Свое название она получила от церкви святого Дмитрия Солунского, которая до наших дней не сохранилась. Но насчет Салавата Юлаева вполне возможно, что он мог здесь находиться под стражей, поскольку это было немногое тюремное помещение в нашем городе на тот момент. Острог, тюремный замок, был построен уже после всех вот этих событий. Если только он, герой наш, не был заточен в еще одну башню, которая имела тюремный пристрой еще с 16 века. Речь идет об Ивановской башне. Считается, что одним из старейших тюремных помещений была Ивановская башня, точнее пристрой к ней казематный, который известен у нас с 17 века, это точно. Тирмән тора, көмеш кеүек елга ярында. Хуш етле сәскәләр үсә, тирә-ягымда. Көтүдәр йөрөй, мин үҙем ятам тирмәндә. Тугандарым, якындарым минең эргәмдә. Шул саҡ тирмәм ишеген асырға ҡуштым. Төн буйы тыңланым моңон, һандуғас ҡоштоң. Ниндәй яҡшы, ниндәй татлы булды бөгөн төн. Керпек тә ҡаҡмай үткәрҙем ошо төндө мин. Атай, балаларҙы ҡотҡарырға кәрәк. Следующим городом на нашем пути стал Владимир, некогда столица Великого княжества Владимирского. Мы любовались прекрасной старинной архитектурой, но нашей целью были поиски места, связанного с этапированием клейменных каторжан. Мы с вами находимся на месте, где раньше находился острог, где содержались за особо тяжкие преступления. Здесь же располагались также жандармские казармы. Каторжане проходили по Владимирке и во время прохода через острог там отдыхали, мылись, кормили. Менялся конвой, караул, и они продолжали свой путь. Потому что в день они преодолевали где-то 500 верст. А сам путь, считая до Сибири, составлял около года, даже бывает где-то до 2 лет. Сама Владимирка шла не по центру Владимира, она была немного ниже. Шли там на телегах, обозов, состояли конвоя. Совершенно случайно среди приглашенных гостей оказался земляк. Меня зовут Адар, я учусь в Владимире, в Владимирском юридическом институте. И сегодня в рамках «Дороги славы Салавата» нас позвали в библиотеку Владимира. И вот мы тут встретились. Как считаешь, Адар, такие мероприятия полезны и чем, если они полезны? Я считаю, полезны. То есть они дают знания о том, кто Салават другим людям, другим нациям, другим народам. Тебе мы передаем кусочек земли,
с родины Салавата. Москва. Здесь проходило долгое следствие по делу главных участников крестьянской войны. Мы тщетно пытались узнать, где находилось в те времена здание тайной экспедиции Сената, где Салавата допрашивал сам обер-секретарь тайной экспедиции Шишковский. Пугачева допрашивали в Монетном дворе. Но где проходил допрос Салавата и его отца? Ответ мы нашли неожиданно – в Московском доме национальностей, где должен был пройти наш киновечер. Здание, в котором содержался под стражей Салават Юлаев, имеет очень давнюю историю. Еще в 15 веке эти владения были пожалованы московскими великими князьями боярам Годуновым. В середине 18 столетия здание переходит в ведение тайной экспедиции правительствующего Сената, отделение которое и расположилось в начале старинной Московской улицы Мясницкой. И на долгие десятилетия это место стало одним из самых мрачных в Москве. Недоброй памяти за стенки тайной экспедиции повидали немало борцов за свободу, видных политических и общественных деятелей Российской империи, в том числе участников восстания Емельяна Пугачева, его сподвижников, среди которых был и Салават Юлаев. И вот в самом конце XIX века эти казематы, о которых ходили легенды, которые замалчивались официальной историей, были наконец-таки открыты. Қатындарымды мысқыллап, балаларымды суқындырғалар. Фрейман, менің олымдан итіктерін татарттырып, сосқаларын қаратам екен, ерген әңгірі. Шуларды көз алдыма келтірәмді. Мисаедов, нишләп абан менің улым менен қатынымды жібермей тұта екен. Қонақтар алдында мына Салаваттың малайы менің сұлға тип мақтаныр үсінні. Оң сенатқа язғайным бит. Исән болғандар улан. Исән болу мененме? Қол болып ешеуден қорқынысырақ тағы неме бар атай? Оң өзің бізді шулай ешерге өреттің түгілменей? Ярай. Мәскеуден сыққанда бірей оңай сығып әмәлін табырбыз. Ақсылардың біздің шымып қалғандан ұяулығы емшарды. Атай. Тәуекелдейік, атай. Мен барғанда ойдағанмын. Ай, олам. Ай. Бүләк итәргә уйлайым. Салават Юлаевтың якташларына бер истәлек булган дип. Ярай, рәхмәт сезгә, рәхмәт булды. Өйгә алып кайткан, элеп куям түргә. В 1763 году в Твери случился страшный пожар. В огне было уничтожено множество зданий. И в то время, когда Салавата и его отца везли на каторгу, все административные учреждения находились во временных помещениях. И надежда найти подлинное место была задачей не из легких. В 1775 году располагался острог Тверского уезда Новгородской губернии. Именно сюда был доставлен великий поэт, герой Башкортостана Салават Юлаев.
востока на запад проходил тракт Москва-Санкт-Петербург. Мы находимся на берегу реки Волга, великой русской реки, которая берет начало в Тверской области. В XVIII веке примерно в этом районе располагался деревянный понтонный мост, который строился на лодках. В XVIII веке именно по этому мосту перевезли в Великий Новгород из Твери Салавата Юлаева. Ошо калалар буйлап келип, Тверга келип итип, өзүмдүн алатайымды ысыратып, бик шатмын алатай. Күтмәгәндә мына Илсур улым килеп төште. Шуның өчен зур рәхмәт. Бик тә хуплы эш башкарып йөрисегез. Бик тә әйбәт. Салават Юлаевтың туган авылының тупрагы. Салават рухын күтәрербез монда Твердә. Безнең Башкортстан ере. Безгә Салават Юлаев ул бик якын кеше. Biz onun her yılını, onun her iska alıp, onun beyremin monday zor zallarda ötkərməsək də her yılını bibliotekada ötkərəbiz biz onu iska alabız. Ve ol bizim için en yakın, en yaratkan, en hürmet etken kişi Salavat Yullayev. Великий Новгород – город, в котором все окутано историей. Удивительным образом все здания, связанные с именем Салавата, оказались на территории Новгородского Кремля, одного из древнейших архитектурных памятников России. Мы с вами сейчас находимся у Златоустовской башни Кремля, где в XVIII веке как раз и содержались колодники. Именно здесь, в этой тюрьме, содержался и Салават Юлаев. Эта башня была перестроена уже в 80-е годы 18-го столетия. И тот вид, который мы с вами видим сейчас, она приобрела в XIX веке. Күн соғышқа табан, аттарбыз атай. Күндер өтер, азналар өтер, айдар өтер. Тек қасанда болғала, туған елімізге айленіп қайтарбыз атай. Яңынан ғаскар жайырбыз, күз топтарбыз атай. Күз топтарбыз, ғаскар жайырбыз дейін ме? Омарданма. Салауат қасты деген хабар ишетілу менен халық қолына тағла құрал алғанма. Сен қайтып еткен сөк, қара тілдер, ханға бір таяқ қына қалған ауылдарды яндырап, тегермес бойы балаларды отқа бірақтырап, яндырып келгендер міне. Етер олым. Қолдан кигендің барғанда іштенек. Инде халықта қырдырма яғын қарайық. Ақталып қалған күскейлерін жайып, бауыр қалқатып, мантып алғандар. Бір тоқтауыз баш көтеруден қақшаған халық, бір аттан алған. Балалар туған, мал ишейін.
жиендерим бит. Минем де алар деп исем яна. Тик балалар деп туташ халыкты кайтанан кырдырайыкмы? Улым, без кулдан кигендин барганда эштенек. Көрәш ялкыны халык йөрәгендә һүнмәясәк. Касында булга бер яңынан тирдәясәк. Тәкъдирбез шул икән. Кабул итәйек, улым. Кабул итәйек. Псков – последний российский город на нашем пути в Эстонию. По мнению псковских краеведов, есть два возможных места пребывания Салавата и Юлая в этом городе. По одной из версий, наши герои могли содержаться на территории знаменитого Псковского Кремля, в помещениях приказных палат. По другой версии, это мог быть дом Постникова, который в XVIII веке служил тюрьмой, за что и получил свое название – «Мешок». Аллаху акбар. Худай күпме гомер бирә, шунсы яшәп. Аллаху акбар. Халкыбыз өчен шунсы дуга кылайык. Аллаху акбар. Аллаһ Тәгалә үзе ярлыккан безне. Газиз инәйләребез, яуирдәрем минең, ир удамандары, сая егеттәрем, һау өлеге кеүек кызларыбыз, тубырсыктай балаларыбыз. Һеҙҙең һәр берегеҙ өсөн дуға кылам. Көрәшебеҙ изге булды. Рухыбыҙ азат булһын. Вот мы и вступили на эстонскую землю. Кроме Мираса Хамзовича, мы все впервые были в этой небольшой стране. И она встретила нас солнцем, что было особенно приятно после дождливых недель. В знаменитом Тарту сотрудники Национального архива Эстонии приготовили для нас подлинные документы по Истлянской губернии. Все, что есть у нас в архиве о Салавате Юлаева. 2 тела. Конечно же, они были нам известны по фильмам других режиссеров, газетам и журналам. Представьте наш трепет перед этими 3 документами, в которых написаны дорогие для нас имена. Слезы наворачивались на глаза. Даже самый известный славатовед Мирас Хамзович впервые видел эти документы и при всей своей сдержанности не мог скрыть волнение. Столица Эстонской республики – Таллин.
В те времена город назывался Ревель. Он стал последним городом, который видели Салават и Юлай перед десятилетиями своей каторги. Где их содержали, нам удалось собрать несколько версий. Ең тәуге юлдардың башында ошо әлеге Озон Герман башняга турасында күп яздылар. Бите Башкортстан халкының игътибары ошо башняга төбәлде. Без уның эсен эле инеп каланык. Шундай шомлы урын ысатта төрмәгә окшаган дип әйтәйем инде. Шулай да эзленә торгас, безнең халыктар килеп кызыксына торгас, бүтән төбәктәр дә асыла башланды. 2003 елдагы экспедициялар тәүге тапкыр без ишеттек Иван Маргарита башняга турасында. Унда ла янә Салават ултырган дип. Бұл бик табиғи, әгәр дә документтарда ул теркәлмәгән икән, ондай версиялар һәр вакыт булып торасак. Моны без бүген Алла бирһә тагын бәлки өр-яңаларын ишетербез. По мнению Татьяны Мюльбауэр, режиссера-документалиста, Салават и Юлай могли содержаться в башне Хеллемана, в старину служившей тюрьмой. Мы находимся в 2 километрах от центра города Таллина. Здесь рядом совершенно находится порт. Тогда, во времена Салавата Юлаева, здесь были склады. И каторжане, которые шли этапом из России, они шли либо в кандалах, либо они шли прикованные к одному такому железному пруту, таща его с собой. И горожане не пускали их в город, потому что очень много каторжан по пути просто умирало. Умирало от тифа, умирало от разных болезней. И горожане очень боялись, что, зайдя в город, каторжане могут заразить. Здесь они были несколько дней, и после этого уже шли дальше, на каменоломне, в город Рогервик. От имени Министерства культуры я приветствую вашу съемочную группу, которая будет снять этот фильм и увековечить память Салавата в том виде, как она увековечена в Эстонии. Вот вы прекрасно знаете имя Спартака, Робин Гуда, Жанна д'Арк. Имя Салавата должно было быть рядом с ними по своей значимости, по своей деятельности. Эстония тоже помнит Салавата Юлаева. Эстония тоже, как и у вас, звучит мелодия Бурая. Киләсәктә Курай уйнарында иҗади уңышлар теләп, ошо безнең халкыбызның рухи мирасын үстереп, бында Эстониядә дә Алла бирһә, ошо Курай моңнарын таратырга язган, бәләкәс буыннарга, бәләкәс малайларга өйрәтергә. Улар да өйрәнгән дип Башкортстан yerdən ошо ысым үлән Курайды истәлек итеп тапшырырга кирәк. 35 жыл уже яшәйбез Эстонияда. Мен үзем Корадил районынан. Конечно, скучаю. Бұл экспедицияға сығыр алдынан Салаваттың туған жеріне барып, оның бүткөн ауылынан тупрақ алып келдік. Һәм бына ошо тупрақты мен һеҙгә бүләк итергә уйлайым. Ой, рәхмәт күп ит. Һеҙгә ҡомартҡы булып һаҡланһын. Сез минем өчен менә бер туганнар кебек булдыгыз. Бу кичә инде менә ничек туганнар җыелышалар. Менә хәзер шушындай минем хисләрем. Әле бүген төнлә йоҡлап та булмас инде, гел уйда калырбыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Вот этот путь, который вы проложили из Уфы, Мензалинск, Казань, Чебоксары и доехали до Таллина и скоро будете в Палдиске, это будет, скажем, дорога паломников, настоящих истинных башкир, которые будут каждый год, а может даже и несколько раз, ездить в Эстонию к нам, чтобы поклониться своему национальному герою Салавату Юлаеву. И вот наш главный пункт назначения. Небольшой городок Палдиски на берегу Балтийского моря. Позади 2500 километров. Впереди места, связанные с пребыванием нашего национального героя и его отца. Ждут ли нас новые открытия,
ведь башкирские делегации были здесь много раз. В любом случае, мы были обязаны посмотреть и зафиксировать на камеру все, что связано с именем Салавата Юлаева. Первым делом мы направились в русскую гимназию, где сейчас находится музей Салавата. Школьный музей был образован в 1983 году. Благодаря только Зумаре Валиевне Хисматуллиной, она при первой делегации, которая появилась, вообще первый башкир, который появился в городе Павловске, башкирская делегация, это была учительница школы-интернат номер 1 и вместе со своими ребятами. До этого был военный учебный закрытый центр подводного флота. Она вот первая, кто появилась и кто получил разрешение на въезд в этот город. И после этого у нас очень тесное сотрудничество было в течение десятков лет. По ее предложению мы стали заниматься тем, чтобы организовать школьный музей. И школьный музей, можно сказать, существует по сегодняшний день и выполняет функцию краеведческого музея, учебный класс для проведения музейных уроков. Биш услы йондозға оқшаған крепост проекты түзіліп, шул іш башланып алып кете. Үстен қараған вақытта оның едегі көрініп ята. Ике утырау ята, біреуі Больширага, рус әйткенде, икенсігі Малайрага, Рагервик деген хөз шунан алынған. Ошу ерде Петр бірінші крепост һәм караптар үшін оңайлы орын түзіле тейіш бола. Бүтәһе 100 карап хаймалы матур гына дүрткіл орын. Салават вақытында на тиклим барып етмей, 1767 елда бүтінлей түзілуден тоқтала, сөңки түрлі батшаларға түрліше қарай, Қайылар қол хелтей келіп сықмайды дегенде ысынап та келіп сықпай, сөңки толқын менен мына деңгізге ана отырауға тиклим түзілерге тегіш болған мол емірлелі қоя енді. Пугачевсылар келебетіне 75 жылдабында. Шуға көре Салават бұл іштерде түзілуде қатнашмай, әмі Рагербек крепосты оның исімі менен бәйлі. Байылғы елда бұл крепостқа 300 ел тола. Күндер ташташы өтелі ол. Түндері гіне ғазапты. Он башқаса бір айылы болманы мекен. Көрем болмаған әрі. Қолдан келгендің баранда іштәнік. Дик. А ну быстрее работать! Күсіміз гіне кетмені. Күсі түрдік. Күні етір дейелер. Мен бұл таштарда атай. Тестелеген жылдар бойы ташырғалы әзірмін! Разговоры отставить! Работайте! Работайте! Бұл таштарды қосандыр қоя болғандар. Дүниені діргіліктіп тұрған дәулеттерді. Көрәң мен? Мен үлішке түшіп уақтана. В 1722 году Петр I подписал указ о образовании в местечке Рогервик каторжно-уголовной тюрьмы. И сюда полагалось ссылать людей за тяжелые преступления. Сюда начали прибывать первые колодники, которых использовали на работах при строительстве крепостного рва. Для того, чтобы их можно было содержать, заменили маленький острог, который находился вот в той части города, на большие помещения барачного типа. Содержаться в них могло до 1600 человек. И на содержание обычно отводилось всего несколько копеек. Здесь была очень велика смертность. Иногда от 2000 человек могло остаться буквально несколько десятков. Когда сюда привезли участников Пугачевского восстания, то, скорее всего, размещались они либо в этом бараке, либо вот в том, который стоит дальше. Ну и вот сейчас в наше время это уже складские помещения Северного порта. Также силами каторжных рабочих поставлялись и камни для строительства церкви по проекту немецкого архитектора Йоханнеса Мора, церковь Святого Георгия. И вот именно для нее проходила заготовка камней в каменоломнях, которые расположены на северной части полуострова. И как раз вот там уже использовался труд каторжных рабочих. Этот же камень поставлялся и для строительства зданий в Санкт-Петербург, Ревель, ну и другие города. Мында бүтән каторжандар булмай, меңерләп элек килгән каторжандардың бүтәнләй тирлек булмай. Кайлар күбе дөнья куйган, күбе дибәргәндәр һәм башка. Мында инде пугаччылар бармак менән генә ханарлык була. 1797 елгы статья исемлек буенча 3 кенә кеше исән була.
Канзефер Усаев, Иван Почиталин, Салават Юлаев. Калгандары бүтүнлөй ишке яракыл. Ишке яраклы булгандарды әлбәттә буш яткырмагандар, эшләткәннәр. Бу урындагы крайда өйрәнүчеләрнең мәгълүматлары буенча, бу сиркәүдә төзүдә Салават һәм уның ишке яраклы погашсызлар, замандашлары, катлам-катлам ташлар, карьерлар ята. Шуларны актарып алып, киресе мәгълүм дүрткел итеп, шымартып, эшләп, килтереп, ошында төзүдә катнашкандар. А батюшке сколько лет сейчас? Умер, да, 71 год вот исполнилось и умер. И умер такой батюшка у нас красивый. А это он вам рассказал про Салават Юлаева, что ли? Ну так он не мне рассказывал, он всем рассказывал здесь же. Салават проектировал это здание? Ну там, кто они вот проект делали, так вот он там участвовал тоже. В создании строил? Да. И числится уже он как святой. Вот как. Здесь, в Палдиске, он как святой числится? Ну, у них в документах. А вы говорите, что здесь еще где-то кости его нашлись? Это так разговор был здесь вот. Такой, что где-то здесь и он был похоронен. Туган илеңдән, ереңдән, халкыңдан айырылу газабынан да күстүрәге бар микән? Енді қамсылап та, бұғаудап та, сынырдап та булмай бит. Шулай улым. Шуңа да рух азаттыгы өчен күтәрелдек яуга. Рухыбыз камсы эзләреннән кандырган тәнебездә түгел, янебездә икәнлеген аңданы Әби батша. Шуга да безне тере калдырды һәм язылардан иң яманын бирде. Без барыгына ла башкорттың нинди икәнен күрһәттек. Безнең рухыбыз азат. Азат рухлы халык без. Шуңа ла безне беркем дә, бер гасанда җиңә алмаясак. Мы сейчас находимся около развалин Петровской крепости и предполагаемое место захоронения Салавата Юлаева. Один очень пожилой человек, где-то за 80 лет ему было, пожилой эстонец, рассказывал местным жителям, что именно в этом месте, среди кустов белой сирени, которые посажены кругом, был захоронен Салават Юлаев, башкирский герой. Где сейчас можно увидеть вот эту церковь прекрасную. Здесь было немного другое место. Здесь было заболоченное место, которое никто не использовал. В 1956 году, когда сюда пришли советские военные, здесь построен был больничный городок. Когда начали рыть котлованы, то в земле начали попадаться останки человеческие, разбросанные человеческие кости. Многие были повреждены, конечно, идентифицировать тела или идентифицировать, кто же это был, было невозможно. И по документам, когда их подняли, посмотреть, что же здесь было раньше, потому что ни о каком официальном кладбище здесь речи не было, выяснили, что в этом месте хоронили людей, умерших на каторге. Их тела просто свозили в это болотистое место, и тела просто туда сбрасывались. То есть можно сказать, что это была территория массовых захоронений. — 16 июня, в день, который принято считать днем рождения Салавата, мы возложили цветы к его памятнику. Почтить память Салавата приехали гости из Таллина и Риги. Мы не знаем, где похоронены Салават и его отец. Поэтому землю с нашей родины мы решили высыпать здесь.
Палдиски – это город, который пронизан памятью о башкирском Батыре. Здесь каждый знает о Салавате. Его имя вдохновляет жителей Палдиски на научные исследования, сочинение стихов, написание картин. Мы решили увезти на родину камня с берега, по которому когда-то ходил Салават. Есть в истории нашего города древняя, печальная страница. Сын башкирского народа томился здесь в сырой темнице. Он Пугачева поддержал, народ против царей поднял, за что в оковах и с клеймом в Балтийский порт был сослан он. Но гордый дух непобедим, когда уж не хватало сил, он посвящение для башкир слагал и киркой камень бил. Но раз подняться он не смог, «Вставай!» — охранника сапог ударил больно его в бок. Вскочил, взглянул ему в лицо: «Ты слабый, я живой еще, ты можешь бить, пусть я умру, но только плотью, наяву. А вот душа моя уйдет в мой край родной, где все цветет, благословенный, милый край. Я жив еще, ты это знай. Всегда в свободных снах своих я вижу всадниках лихих, в елянах, шапках меховых, на скакунах. И я среди них скачу, легко держась в седле, на резвом верном скакуне. И песнь пою, как я люблю Башкирию, страну свою. А ты, охранник, стражник мой, жесток ты сердцем, слаб душой. И здесь, в Исляндии краю, я камни из скалы долблю, а песнь о родине пою. Ей посвящаю я стихи, в них все страдания мои. Охранник вдруг оторопел, он взгляд отвел и прошипел: «Башкир, ты вольный человек, на каторге недолог век». Не смог смотреть ему в глаза, такая сила в них была. В тот миг стояла, как броня, за ним его Башкирия. Перед тем, как отправиться в обратный путь, мы решили еще раз прийти на берег, чтобы попрощаться с морем, свидетелем четверти века жизни Салавата и Юлая. Аҙағыраҡ нимә булыр, атай? Минең күңелем тыныс. Беҙ һынмаған күк, халҡыбыҙ ҙа һынмаҫ. Беҙ йәшәргә ынтылған кеүек, ул да йәшәргә ынтылыр. Азаттыҡ тип
баш қалған егеттеребездин түккән гана юкка булманы бит, атай. Юк, улым. Без халыкта үз көсенә ышаныс уяттык. Көрәш дәвам итер. Һәр кемебезнең йөрәк ялкыны балаларына күсер. Берәй касан илебез азатлыкка өлгәшер. Атай, олайха, минең дә күңелем тыныс. Ердәрбез кире кайтыр. Яндырылган авылдар яңынан калкыр. Илебез дә, телебез дә, моңыбыз да дөнья йөзеннән югалмас. Халкың исемеңде азаттык ураны итеп кабаттар. Байрак итеп күтәрер. Иле син көрәшкә күтәрелде салават дип, телдән телгә һөйдәр. Исемебезне тыйһалар да, тарихта батша фармандары түгел. Халык хәтере яда. Етер заман. Меңәрдәгән малайдар салават исемен йөртер. Без салават токымы. Без үзебез салават дип күкрәк кагыр. Димәк, без җиңүче, атай. Әйе, улым. Без җиңүче.